Итак, Рэйчел Гарнер, суд возобновляет рассмотрение дела. Сейчас нас будут опять судить. То мадам судил, то он будет судить. Что он со мной сделал? Воля Божья. Все хорошо, все хорошо. Его здесь нет. Нужно найти Зак. Это что такое? А? Это змея огромная. Какая огромная змея. Бежим. Валим отсюда. Что с дорогой? Зак. Зак, ты там живой? Праздник, Зак. А? Змея, Зак, бежим. Что ты несешь? Да вот же она. Эй. Скорее, нужно спрятаться за той дверью. Эй. Быстрее. Зак, беги. Да хороший. Смешно. Ой. Ой, что ты тут меришь? Да здесь была змея, прямо тут. Тогда обкурилась, что ли? Какая к черту змея? Могу еще раз сдвинуть, чтобы дошло. Я уже думал, ты вернулась, а ты в таком состоянии. Да, уж больше сидят, но никуда не пущу. Хорошо, прости. Зак, как ты? Почему ты перебрался сюда? Он был здесь. Доктор Зейни? А, он. А ты-то откуда знаешь? Его тела не было. Вот оно что, этот гаденыш завлекается. И ранили его, так что он еле ходит, но этот ублюдок все-таки умудрился сбежать. Доктор что-нибудь сказал? Чего? Ничего не знаю, забей. Понятно. Что важнее, ты вернулся целый и невредимый. Ты чего? Прости. Все лекарства бы опять исчезли. Ясно. Чертов Дэнни заикался о том, что у него много лекарств. Так, значит, доктор их правда? Эй, ты принесла то, что я просил? Ты сказала принести кое-что, так что могла принести вообще что угодно. А, это? Ага. Вот, чудо. Давай сюда. Ты это просил? Ага. Уж с этим я могу сделать что угодно. Это нож твой? Да, я с ним, считай, родился. Ладно, идем. Нельзя, Зак. Тебе все еще нельзя двигаться. Как же ты зануда? Все нормально, я отдохну. Постой. Раз так, дай мне хотя бы рану. Не прикасайся ко мне. Я бы тоже не доверяла. И без этого пришел. Зак, так нельзя. Что с тобой? Уж больно ты странная вернулась. Помнишь? Сказала, да ненормально бы 3. Не думать об этом противно, но она оказалась права. Нет, Зак, мы же не инструменты. Да и не о том. Мы же не инструменты. А о чем же? О том, что я монстр. А монстр просто не подыхает. Так ведь? Эй, ты что, не сделал такое странное лицо? Ты из-за того, что я назвал себя монстром? Но если ты прям так, ничего особенного. Эй, соберись уже. Хочешь, не хочешь, а раз лекарства у нас нет, надо идти. Подожди, пойдем вместе. Ну так что ж ты тормозишь? Хотя, сейчас я не смогу сбежать. Хорошо. Кровавые следы. Может, это доктор? Кто знает. Хотя да, он тоже стекал кровью. Он жив? Да, это сохранительное лепил на себе бронежилет. Раз он забрал лекарство, мы должны идти за ним. Пойдем по этим следам. Надпись исчезла. А, мы бежать не можем, да? Потому что так не можешь бежать. Ладно. Да, все, я поняла. Пойдете. Эта дверь открыта. Все заведут туда. Похоже, туда он и ушел. Зак. А чё? Ты недавно назвался монстром. Значит ли это то, что ты не человек?
Он хат. А что здесь за человек? Как по-твоему должен поступать праведный человек? Он должен верить в Бога. Чего? Опять шарма от глаза. Что ты так зациклен на своем Боге? Тогда вопрос в том, праведный я человек или обычный? Или же тебе беспокоит, что твой Бог не простит тебе смерти с другим монстром? Нет, я не об этом. Это не так. Да не принимайте все так серьезно. Ладно, фигню сморозим. Черт, идем уже. Пойдемте. Зак, ты же в той комнате, где я нашла этот нож. Что ты вдруг? Мне почему-то тревожно. А? Это и недавний разговор. Мне кажется, я ничего о тебе не знаю. Это как-то беспокоит. Знаешь, когда мы были на этаже Сэдди, тебя вообще не беспокоит, что ты о нем ничего не знаешь. А сейчас как-то беспокоит. Не понимаю, о чем ты. Знаешь, что в комнате помешала бы уборка. Отвали, плевать, я больше не вернусь сюда. Гениально, Рэйчел. Что же ты могла сказать об этой комнате? Там не помешала бы уборка. А то, что там еды нормально нет, тебя не смущает. Изображение разрезанной книги. Понятно. Что это за звук? Змеи. Эй, не стой к штука, на этот раз я не настоящий. Беги вперед. Посмотри, есть ли там выход. Ай, черт. Нажал с одного раза не убьешь. Эй, я же сказал, беги. Хорошо. Есть, здесь не заперто. Зак, здесь есть выход. Меня подожди. Скорее, Зак. А? Мы живы? Ух, мы живы. Так. Не спи. Не оставляй меня шевелиться. Еще раз. О. Закрой, Зак. Идем. Я не смогу убить всех. Уходим скорее. Да уж. По-моему, мы так не дойдем. Черт, не могу. Хватит, Зак, отдохни, иначе ты просто умрешь. Я же сказал, что не умру. Вот так. Нет, Зак, так нельзя. Что у тебя с лицом? Так, останься здесь. Дальше я пойду сама, и в этот раз я обязательно принесу лекарство. Блин, что с тобой происходит? У тебя лицо как у кота нагадившись на ковер. Что ты натворил? Да нет, ничего. Мне нужно торопиться. Не игнорируй мой вопрос. И вообще, единственное, что ты можешь сделать, пойти в одиночку, это умереть. Ну, у меня есть пистолет, так что даже если доктор будет там. Ну-ка, дай сюда. Эй. Да, давай. Пам. Ну, конечно. Он же не злодей. И что ты собиралась здесь не заряжен пистолет? Так, побаси вот так вот грязь, как там, ну этой, который, на чем держится пистолет? Неважно. Тебе все только помереть бы поскорее. Но ты же хочешь, чтобы тебя убил я. Ну, ты же хочешь, чтобы тебя убил? Таким макаром ты совсем с ума сойдешь. Что тебе вообще от меня нужно? О чем ты думаешь? Ты дал клятву, Зак. Ах, ну конечно. Имеет дело с мозгом, ты прям веришь этому? Ведь ты не солгал. Нет, клятва не была ложью.
Ну, а тогда, знаешь, в этом мире Бога нет. И просто шока, как там. Рэйчел такой, в смысле нет? Неправда. А? Если Бога нет, что же мне делать? Дело не то, что он что-то поклялся. Даже если бы это клятву дал кто-то другой, это было бы не совсем то. Хоть то. Ну, я не знаю, прости. Черт возьми, что с тобой? Смесь. Ну, смогу ли я сейчас сняться так, как нужно? Да я и так знаю, что ты безнадежна. Смесь. Зак. Я сплю. Делай, что хочешь. Эй. Возьми. Хотя я не думаю, что он тебе пригодится. Зак. Ну, возьмем нож. Здесь испачканного ножа сверкает. Вот и нож. Смогу ли я им воспользоваться? То есть ты про Зак ничего не скажешь. Ну ладно, пусть он лежит там. Ладно. Что опять? Снова этот аромат. У него голова кружится. Хватит, прекратите. Нужно торопиться. Ворота заперты. При приближении тихая вода издает резкий запах. В воде что-то есть. Кажется, это переключатель. Эта вода обжигает. Как бы нажать на него, не касаясь воды? Ну, у нас с собой... Что у нас с собой вообще есть? У нас есть бинт, сумка. Еще не используется бинт из сумок. И нож. С ножом сеть ничего не случится? Конечно же нет. Открылись. Нож... Нет, с ним все хорошо. Мы даже его помыли. Так не сдвигается. Видимо, здесь все можно лишь подвести электричество. Что это? Шнур, который проходит ток перерезан посередине. Вот если посоединить концы, и как ты их должен соединить? Но у нас есть иголка. Но не знаю. Думаю, что брать ножом. Если металлическое, должно проводить электричество. Получится ли? А ты уверена, что безопасно мы сможем взять это? Получилось. Каждый рычаг можно сдвинуть. Вот так. Нужно вытащить нож. Электричество проходит через нож. Нож. И как мы его достанем? Мы же сейчас только ударимся. Рукоятка слегка оплавилась. Если в порядке, но, наверное, не стоит продолжать так делать. Здесь висит зеркало. Кажется, так, здесь больше ничего нет. А, как же так? Наверное, придется разбить его. Да, только что сказали. Наверное, ничего делать не надо с этим ножом, но сейчас, конечно, ударить ножом. Зеркало. Застрял. Нож как будто воткнулся сам в себя. Молодец, Рэйчел. Теперь мы оставим без ножа. Хоть зеркало прочное, этим ножом его можно разбить. Сделаем это. Мы разбились. Куда же мы не зеркало разбили? Нож. Лезвие. Треснул. Ну, молодец. Прости, Зак.
Пойдемте. Можно пройти в углу зеркала. Что-нибудь скажешь? А тут доносится органная музыка. Хочешь пойти дальше? Пойдем. Это... Мы ж тут были уже. Ай, сколько можно? Понимаешь ли ты, что человек предполагает, а Бог располагает? Что же ты будешь делать, если твои мольбы не будут соответствовать его воле? В этом мире Бога нет. Хватит. Нет, хватит. Прекратите. Я хочу быть убитым Заком. Я не хочу дать ему умереть. Если Бог не одобряет этого, если Бога нет, как же мне быть? Никак. Нет, нужно отгонять такие мысли. Лекарство. Я должна найти лекарство. Может, вы что-нибудь скажете? Почему ты одна, Рэйчел Гарднер? Что случилось с Заком? Ты от него избавилась? Это не так, Зак не может двигаться, поэтому пришла найти лекарство. Я знаю, что доктор Дэнни здесь, и у него есть то, что мне нужно. Дэнни, значит. Сейчас он совершенно неуправляем. Когда же он стал таким? Выходит, что Дэнни привел тебя сюда. Молчишь? Скажите лучше, куда ушел доктор? Дэнни видит себя весьма странным. Лишь мельком видел его. Мельком. Куда же он мог отправиться? Он немного переборщил самостоятельностью, так что собираюсь взять у него некоторое количество лекарств. И вы знаете, где они находятся? Знаю. Пожалуйста, дайте мне. Ты надеешься получить из вот так просто, Рэйчел Гарднер? Да? О, ты угрожаешь мне сломанным ножом Зака в этих ручонках? А, ну да, видно. Откуда вы знаете, чей это нож? Я привез Зака сюда, когда он был еще ребенком. Взгляни на него. Все его тело покрыто шрамами. Если он был одурманен демонами вроде тебя. Ты ведьма? Нет. Это неправда. Что происходит? Что вы натворили? Ладно, допустим. Мы же не умрем просто. Что ты сотворил с этими людьми, Рэйчел? Да я всегда имел светлую голову. По этой причине именно он первым осознал твою сущность. Но что же Айзек? Он очень простой, иначе говоря, чистый человек. И вот в каком положении оказался он ввиду твоего желания умереть. И потому ли, что он встретил тебя, все эти ужасные события происходят с ним? Я ничего не сделала. Ты весьма загадочная персона, Рэйчел. Что это такое? И почему... Не можешь ответить? Учти, ты говоришь перед лицом Божьим. Как я и думал, ты не истинно веруешь. Нет, мне кажется, Бог должен откликнуться на мои молитвы. Отчего же? Что заставляет тебя так думать? Дело не в том, что ты не можешь ответить. Ты не хочешь, Рэйчел Гарднер. За сердце твои ничтожные попытки молиться пронизаны ложью. Ты ведьма, совратившая моих ангелов. Неправда. Да будет так. Не тебе предам, то есть судьбу. В смысле? Да уж, что происходит? Бог отдает предпочтение непорочным. На твой же счет имеется подозрение, что ты морочишь голову моего ангела и являешься ведьмой. То есть считаешь себя Богом? Ну да. Как бы то ни было, ты должна быть предана очищению. Я не ведьма. Ну как же, разве не ты ведьм, заключивший контракт с Айзеком? Интересно, каким образом? Наше обещание, это была клятва перед Богом. О, ты прикрываешься Богом? Раз так, ты должна усвоить, что у тебя нет права решать. Это лишь его власть. Испытай же волю Божью, когда начнется суд. Итак, есть ли желающие быть свидетелями ее деяний? Та-дам, я уже здесь. Здравствуйте, мадама.
по имени Кэти. О, ей так больше идет прическа. Я свидетель. Из-за того, насколько эта бесподобная преступница является всего-навсего дрянной женщиной. Погодите-ка, я тоже здесь. А ты поди. Я могу только сказать о том, какая она милая. Но случается и так, что ее упрямство причиняет боль. Если я могу дать истинное представление о ней. Рэйчел, не бойся, я здесь. Теперь все будет хорошо. Предоставь мне поразмышлять тебя, ведь я на твоей стороне. А можно мне дать другого адвоката? Итак, свидетелей трое. Вступайте к даче показаний. Кто начнет? Я. Сюда, отец, непременно нужно начать с меня. Это нечестно, Кэти, но я. Мне жаль, леди, но этому не бывать. Первый буду я. Почему это? Почему? В чем причина? Потому что я главная потерпевшая. Именно на мне впервые сосредоточилась безумная сущность. Прекратил. Тебе сейчас пена изо рта пойдет. Ужасные подробности, Кэти. Я призвал решение таких показаний. Достаточно припираний. Кто первым даст показания? Стой, отец, я начну. Какая же ты эгоистка. Эдди, думаю, нам следует временно покинуть заседание. Ну что у нас Кэти скажет? Кэтрин Уорд, приступайте к даче показаний. Конечно, положитесь на меня. Слушайте все. Перед нами демон, принявший обличие миловидной девушки. Внутри нее лишь тьма, она самая настоящая ведьма. Не ведьма я. Ах, вы только посмотрите на нее. Это притворное равнодушие. Лжет и не краснеет. Да, в этом она мастерица. Есть ли у вас доказательства в пользу того, что она является ведьмой? Да, несомненно. Ее дьявольской рукой я была лишена должности палача. Я на расстоянии наблюдала за чтением заключенных. Но вот появляется она, и Зак с совершенными речами вдруг спарывает себе живот. Из этого следует, что Айзек Фостер также является жертвой преступных наклонностей. Возмущенный таким бессердечием, я была вынуждена спуститься. И что вы думаете, она сделала? Совершенно безусловное выражение лица. Эта ведьма зацелила меня. Разумеется, видно, чтобы осужденный обвел платье вокруг пальца, да еще и стрелял в него. Целгуни просто притворялась преступницей. Больше всего возмущает то, как она могла выследить Больше всего возмущает то, как она могла выследить меня в такой момент. Это не что иное, как дьявол воплоти. Неправда все это. Слушай, а что это за показания такие? Ты просто сказала. Не собиралась обмануть и не свергала тебя. Это была ты. Это человек меня свергло. Но по сути убил тебя все-таки Зак. Так что чуть переживаю. Ура. И знаете, что самое досадное? В момент выстрела что-то не была счастлива. Без сомнений, перед нами ведьма. Я настаиваю на пытке водой. Ну же, цепляйте свою жалкую жизнь. Бейте в конвульсии. Сопротивляйтесь со всех сил. Возбуждение развивается по моим венам. Дайте мне прочувствовать это еще глубже, чем тогда. Вот так. Вот это ты от меня ждешь. Достаточно. Святой отец, я еще не закончил с наказанием. Не в твоей власти наказывать Кэтрин Уорд. Чего ты добиваешься? Вернитесь на свое место. Следующий свидетель изложить свою позицию. Ну, наконец. Вы все так суровы. Так хочется пробудить вас хоть капельку сострадания. Правда, Рэйчел? Эдвард Мейсон, можете ли вы дать показания? Да, святой отец. Я могу говорить и о том, за что ее люблю, и о том, что мне в ней не нравится. Я могу говорить и о том, за что я люблю ее, и о том, что мне не нравится в ней. Да, начинайте. Ну, Рэйчел такая милая. Особенно ее голос, словно птички. Мой самый-самый любимый голос. К
тому же у нас столько общих, почти одного возраста. Узнав, о чем она мечтает, я решил, что самое время действовать. Поэтому я был уверен, что мы должны встретиться как можно скорее. Я знала о тебе все, Рэйчел, и я влюбилась в тебя с первого взгляда. То, что ты была так похожа на меня. Ща. Рэйчел, ведь это ты похоронил эту птичку? Да. Я знала это. Потому решил, что мы могли бы даже работать вместе. И когда ты сказал, что хочешь умереть, во мне зародилась надежда. Но ты почему заупрямилась? Совсем не хотел присутствовать к моим словам. Я и так старалась привлечь твое внимание. Я все делаю лишь для тебя. Но честно, хоть ты и не принимал меня, я с нетерпением ждал, когда же ты ответишь мне так. И даже кромешность меня без комнаты я шел тебе навстречу. Что я добился? Вот я, поверженный Заком, лежу в могиле в полном одиночестве. Мне нравится могила, но я не хотела оказаться не в таком положении. И тогда я наконец узнала наше главное различие. Я хотела, чтобы она была со мной, поэтому все, что я делала, было лишь для нее. Но Рэйчел не была такой. Рэйчел заботилась лишь о себе. Ужасно, ужасно. Она писает сладкие речи о желании умереть, но пользуется этим лишь для собственной выгоды. Подлинная эгоистка. И она невероятно бесконечно упряма. Я никак не могу взять то, почему никто, кроме Зака, не имеет права ее убить. И это тоже всего лишь ее прихоть. Рэйчел не беспокоится о счастье всех божьих тварей. После сути задумался, уж не ведьма или она? Что скажешь, Рэйчел? Я не ведьма. Раз так, настаивай на казни на шпах. Пойти на них, и тогда я сделаю тебя счастливой. Что такое? Наверное, ты злишься? Прости, но ты нехорошая. Скажи что-нибудь. Не игнорируй меня. Достаточно. Ну постойте, ведь она все очень так ничего не ответила мне. Влияние ведьминых чар ты утратил рассудок, который Мейсон. Знаете, вы все тут утратили рассудок. В глубинах твоей стремящей принятия поведения души сквозь страх перед ней. Вернись на свое место. А ведьма все так же не преклонна. Не ведьма я. Следующий свидетель, изложите свою позицию. Наконец-то этот детский лепет закончился. Все хорошо, Рэйчел? Ты ведь успокоилась, когда я пришел? Нет. Дэниел Диккенс. Намерены ли вы свидетельствовать? Разумеется, святой отец. Ведь кто, кроме меня, не способен зажечь суду всю правду о Рэйчел. Я просто обязан рассказать о том, какая она очаровательная. Просто, я так смотрите, серьезно. Ведь я не могу ошибаться в тебе, Рэйчел. Тогда начинайте. В самом деле, глупо доказывать очевидное. Правда говоря, никто из вас ничего не знает, Рэйчел. Все началось, когда я встретила в кабинете психотерапии. Точно, он же был нашим психотерапевтом. Он знает больше, чем остальные. В то время я денно и ношно искал идеальные глаза. Все еще живые, но навеки умершие. Конечно, глаза мертвеца тоже неплохие, но в конце концов они тусят. Поиски были напрасны. Глаза обычных людей мгновенно менялись под влиянием эмоций и настроения. Отчаяние сменялось одеждой, разочарование злобой. Впрочем, для моей специальности это обычное явление. И вот наступил момент, когда я стал курировать ее. Меня переполнял энтузиазм всякий раз, когда я мысленно возвращаюсь в времена. Таких чужих глаз я не видал ни у кого. И глубокий синевый во тьме, который скрыто будто безмятежное озеро, было достаточно, чтобы раз и навсегда украсть мое сердце. И однажды, будучи психотерапевтом, я заметил кое-что. Именно она была тем, что я искал. Именно ее глаза были живые, но бесконечно мертвыми. Ее душа, она совершенно не такая, как все. И как ни старайся, эту душу уже никак не спасти. Дэниел Диккенс. Это очевидно. Дэниел, ее психическое состояние подлежит восстановлению. Дэниел. А знаете почему? Потому что ее душа. Прекратите.
Я говорю, мне надо дать другого адвоката. Ее даже никак не помочь. Потому что она может только лишать. Она не знает сострадания. Не знает пощады. Ты меня защищаешь или против меня даешь показания? Что ты поняла? Я должна способна лишь снимать, пытаясь заполнить пустоту. Сейчас против. Что такое, Рэйчел? Как же прекрасны твои глаза. Дай мне взглянуть на них. Знаешь, ты была не совсем в себе, когда мы воссоединились на P5. Я сейчас чувствую что-то там. Но посмотри, теперь все совсем как раньше. Все хорошо, когда я рядом, правда? Давай всегда будем вместе, Рэйчел. Спасите меня, пожалуйста. Дэниел Диккенс. Прошу прощения. Прекрасно. Вы закончили? Я могу бесконечно говорить о том, как анализировать. Не стоит. Думаю, мозг сосредоточиться. Ваши показания будут иметь завершающее значение при вынесении судебного решения. Будет хорошо, Рэйчел. Я тебе не сказал, что тебе изначально не было души. Спасибо, что под конец сказал. Грей тут все услышал. И просто Грей такой, серьезно? Рэйчел Гарнер. Я вынес решение. Ты слушал показания свидетелей. В частности, Дэнни, который действительно знал тебя лучше остальных. Дэнни наблюдал за тобой дольше кого-либо. Но даже говоря правду, он не смог перестать прокать тебя. Похоже, он всецело пленен твоим колдовским очарованием. Это не моя вина, решать только ему. Воистину ему? Или же это ты соблазнил его, Рэйчел Гарнер? Об этом же свидетельствовал Эдди. Ты не понимаешь насчет ничего, кроме того, что способствует достижению твоих целей. И потом Эдди, бедняжка. Ой, она самая бедная, просто. Ее застрелили. Какой ужас. Ты идиотски и ловко ввели в заблуждение даже ее. Здесь ее за такое состояние, как низко. Ты ведьма. Это неправда. Ах, неправда? Ты будешь утверждать, в случае даже выслушав свидетельские показания? Да. Время пришло. Ведьма. Очистись от скверны. Ныне я предам тебя огню. Прекрасно просто. Я не ведьма. Разве найдется тот, кто поверит речам демонов? Это неправда. Как смерть не признавать этого? Все они, ты сгубила душу этих ангелов. Искусством ее пылили имя, ты решил их рассудка. И теперь ты намерена таким же образом поступить с Айзеком Фостером? Ты хочешь, чтобы он пожертвовал собой ради себя? Хватит, это не так. Гори в аду. Прекрасно просто. Горячо, горячо. Ибо ты ведьма. Выпусти свою истинную сущность и отдай свое тело на милость Богу в этом священном огне. Да уж, я не ведьма. К тому же, в Священном Писании об этом ни слова. Это не удивительно, Рэйчел Гарнер. Потому что Бога, о котором ты говоришь, не существует. Но ведь вы только что произносили его имя. Да, потому что этот Бог мой. Я принял его. Бог по имени Я находится здесь. Ясно. Вы называете себя Богом? Так и есть. Здесь я наиболее близко к нему создания. Это... Я не знала этого. Я не знала. Верующая душа — вот источник существования Бога, Рэйчел. У тебя и не было с самого начала. Спасибо Дэнни, который сказал об этом. Если... Нет. Неужели Бога нет? Нет, он не может допустить такого. Не допустит. Этот человек называет себя Богом, но если это не так, это неправда.
Я не хочу быть убитым таким богом. Но моего бога нет. Зак. Я хочу быть убитой Заком. Прохладно. Здесь так жарко, но в моей руке есть что-то холодное. Что это? Что же это такое? Что-то важное, что-то дорогое. То, что я испортил. То, что так помогло мне. Постойте, я поняла. Ага. Нож Зака. А где суд? Где все остальные? А, я должна идти. Темный нож воткнут в пол. Холодный. Ай. Что такой же острый? Мой бог здесь. Ах, почему ты очнулась? Если разве вместе были галлюцинации? То, что вы сказали мне про моего бога. Он пробудил меня. Твоя ведьминская сущность так и не была уничтожена. Я не ведьма, и это был не контракт. Это клятва, которую дал мой бог. Значит, ведьма желает думать так. Ее не тревожит, что если это заблуждение, она окажется лгуней. А, кстати. Ничего себе. А дайте мне лекарство, сейчас же. Бессердечная ведьма, любящая лишь себя. Следуй за мной. А куда вы ушли? Там. Вот и идите дальше. Зачем? Потому что Зак спит, а я не знаю, что может прийти вам в голову. Ясно. Так, значит, пойдем. О, лекарство. Лекарство на этой полке. На полке стоят склянки с антисептиком, кровоостанавливающим и кроветворными средствами. Получено лекарство. Должна помочь. Пойдем к Заку. Спасибо. Я иду к Заку. Постой. Ты не убьешь меня? Зачем мне это? У тебя теперь новый бог. Состояние нескольких богов ведет к неприятностям. Давай ты не знаешь милосердия. Вы станете мешать мне? Если нет, в этом нет необходимости, ведь вы не нужны мне. Ладно. Напоследок позволь предупредить тебя. Твой бог ненавидит колдунов и подлецов. Если, конечно, для тебя он действительно является богом. Рэйчел Гарнер, скоро тайна станет явным. Возвращаемся. Что делаю, блин? Здесь дверь. Ну, конечно, это все было иллюзией. Конечно. Ну что, живой он там? Так. Все хорошо, он просто уснул. Нужно
Ты что такие сложные слова говоришь? Должен продезинфицировать рану. Они так расстроился, то что узверились. Наверное, этого хватит. Рана обширная, но кровь почти не идет. А если еще наложить повязку? Сейчас, откуда эти ожоги? Зак проснулся. Что ты творишь? Я принесла лекарство и вот использую. Все нормально. Угу. Ага, ври больше. Вся вон в царапинах. Как ты достал лекарство? Там был Дэнни. Нет, доктора я не видел. Лекарство мне дал священник. Он, значит, не делает детских движений. Но да, рана опять откроется. Я захочу, я хорошо умею. Уйди, я сам справлюсь. Ты тоже умеешь шить? Давай-ка я. Я хочу закрыть твою рану. Ты вообще доктор, ты не доктор. Ладно, поступай как знаешь, хотя это мерзко. Согласна. Сейчас нитку отрежу. Ты руку порезала? Ничего, она не болит. Такая совсем уж странная. Трогает это месиво, даже не морщится. Такая хиленькая, а достала лекарство. Ты молодец, но... Не зачем такое делать со мной, Рэй? Что ты это делаешь? Можно я отрежу нитку твоим ножом? Я же тут мучительно. Эй, не пытайся отвертеться. Отвечай. Потому что ты мой бог. Что за хрень ты несешь? Блин, нож. Ну, я его... Да чё ж я ж кашляю, а? Ну, я его испортил совсем чуть-чуть. Мне так жаль. А что ты с ним сделал? Ладно, черт с ним. Он мне очень помог. Мне жаль, но спасибо. Нужно скорее зашить рану. Так, посиди смирно. Такое чувство, что она его, блин, нажала так в турну, такая. И я типа, ну, Зак, потерпи чуть-чуть, сейчас я зашью и еще одну дырку зашью. Так, на всякий случай. Ай. Блин. Эй, вообще-то мне больно. Больно? Естественно. Я думала, ты даже не почувствовал. Так, балдаю, что на мазохиста похож. Черт. Поэтому я бы не стала дырить. Могла бы и поаккуратнее Могла бы поаккуратнее с Богом прощаться. Хорошо. Зак. Чего? Эти шрамы не болят? Это уже нет. Понятно. Тогда я буду зашивать дальше. Как закончишь, сразу пойдем. Угу. И это, сделай что-нибудь с своим царапинами. Рука вон и нога все в крови. Что с такими ранами особо не побегаешь. Ну ладно. Тогда я оторву кусочек твоего бинта. Ладно. Ну вот, только идущий вверх лифт я так и не нашел. А к тому, что идет вниз, не пройти из-за змей. Должно быть лифт там, где я взяла лекарство. Ну-ка, идем. Какая здоровая церковь. А что с этим священником? Не знаю. Не знает она. И что, он вот так просто отдал тебе лекарство? Ну, не совсем. Там поугрожали чуток. Знаешь, он, кажется, ты ему и нравишься. Ой, так. Твали, уж что за ерунду ты несешь? Да, как-то странно прозвучало немного. Есть что-нибудь полезное? О, вот лифт. Лифт не запускается. Каждый человек запускает лифт. Конечно, пустить.
Вроде бы это все. Дальше Б1. Так, идем? Постой. Ну, постоим. Подождем. Зак, можно спросить? Я без своего можно спросить, понимаю, что ты собираешься сделать. Спрашиваю уже. А, ну да. Откуда эти ожоги? Зачем тебе это знать? Просто так. Я просто беспокоюсь за тебя. Это неинтересная история. Пусть так, ничего страшного. В детстве один урод поджег меня. Поджег? Я толком ничего не помню. Его где дом женщина, которая меня родила. Я вцепился в него так, что оттяпал кусок мяса. Ничего себе. Фу. Этот урод попытался меня грохнуть, но я все никак не умирал. Вот он, в конце концов, родивший меня женщина, завернув в тряпье, вышвырнул меня из этого проклятого дома. Понятно. Вот так. Довольно? Да. Интересная история. Да нет, не очень. Чего? Я тут, значит, рассказала тебе историю, а тебе она не интересна. Я узнала то, что хотела, так что это достаточно. То, что хотела знать о тебе. Хорошо, что ты рассказал. Все, серьезно? Да. Вот оно как. Ну да. Тогда правильно, что я дал тебе знать. Угу. А знаешь, чего еще? Чего тебе еще? Ты все еще хочешь уйти отсюда? А что за вопрос? Конечно, хочу. Иначе зачем все это? Тогда ладно. Будь на это. Я же сказал, что не лгу. Ложь. Что вспомнили? Зак, вообще-то я... А? Что вообще-то ты? Эй, что ты? Я... Ничего. А, да что с тобой? Прости, я забыла, что хотела сказать. Ты видишь же, остался всего один этаж. Секунду. Ну же, скоро мы выберемся на свет. Идем. Угу. Не могу рассказать. Зак ненавидит зло. Бог презирает падших. Мои руки нечисты. Не всегда придется это скрывать. Он возненавидит меня. Я больше не могу говорить Заку правду. Но мне кажется, он тебя раскусит, если ты будешь лгать. А это дом? Кровавые следы. Твой бог ненавидит блудных подлецов. Как же так? Ведь это... Я помню, я была здесь. Следы ведут туда. Подожди, Зак, постой. Нет, пожалуйста, не ходи туда. Не смотри. Что там? Да, можно следующую производить. Ну, как обычно, короче. А, вот музыка. Ну, как обычно, красивые арты, все такое. Вы знаете, я заметил то, что Грей, когда он спросил Рэч, убьет ли она его, он так, и когда ему ответили нет, он так расстроился. Интересно, почему? Ну ладно, на этом эпизод 3 закончился.
Следующий эпизод будет последним. Вот. Так что ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, не показывайте этот арт, он очень страшный. Вот, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующую серию. Ну, всем пока. To be continued.